Один мельник, умирая, оставил 3 своим сыновьям мельницу, осла и кота. Старший получил мельницу, средний осла, а самый младший – кота. «Мои братья смогут вместе трудиться и честно зарабатывать себе на хлеб», – вздыхал он. «А что делать мне после того, как я съем этого кота и сошью себе муфту из его шкуры? Как я буду жить?» Услышал эти слова кот и говорит: «Не печалься, хозяин, лучше закажи мне пару сапог, чтобы легче было ходить по лесам и полям, да заплечный мешок, а авось не пропадем». Сделал хозяин все, как кот просил. Надел кот сапоги, взял мешок и пошел на охоту. Поймал он в лесу кролика и с ним в королевский дворец, прямиком к королю. «Примите этот скромный подарок от моего хозяина маркиза де Карабаса». Разумеется, Плутишка сам придумал это имя. Целое лето носил кот во дворец всякую добычу. И вот проведал он, что король с дочкой собираются на прогулку. Пришел он к своему хозяину и говорит: «Дорогой хозяин, я придумал, как нам зажить безбедно. Прошу вас, пойдите купаться на реку, а дальше я все сам устрою». Послушался хозяин и пошел на реку. А кот спрятал его одежду, сам же стал кричать: «Сюда, сюда! Маркиз де Карабас тонет!» В это время королевская карета как раз проезжала мимо реки. Вытащили юношу из реки, а кот рассказал королю, будто бы его хозяина грабители унесли всю одежду. «Сейчас же принесите для маркиза де Карабаса лучший наряд!» – закричал король. Одели сына мельника в роскошное платье, и стал он так хорош собой, что принцесса, дочь короля, глаз от него отвести не могла, все любовалась. Поехал сын мельника с королем и принцессой на прогулку, а кот впереди побежал. Увидит крестьян, косящих траву, велит говорить, что лук принадлежит маркизу де Карабасу. Увидит жнецов, работающих в поле, велит говорить, что поле маркиза де Карабаса. Так добежал он до самого замка, а жил в этом замке злой людоед. Ходили слухи, что этот людоед может превращаться в самых разных зверей, начиная от слона и заканчивая мышкой. Поклонился кот людоеду и говорит: «Наслышан я, уважаемый людоед, что вы способны превратиться в любого зверя». «Могу», – засмеялся людоед, и тут же превратился в огромного льва. Увидев это, кот так испугался, что мигом вскарабкался на крышу. «Ах!» – сказал людоеду кот, спустившись с крыши, когда немного пришел в себя после пережитого страха. «Еще говорили, что вы можете превратиться и в маленькую мышку. Ну уж в это я ни за что не поверю». «Вот как? Так смотри же!» – заревел людоед и действительно превратился в мышь. Тут хитрый кот его цап и съел. В это время и королевская карета подъехала. «Милости просим пожаловать в замок маркиза де Карабаса, ваше величество», — приветствовал прибывших кот. Удивился король богатству маркиза де Карабаса и тут же отдал ему в жены свою дочь, красавицу-принцессу. И зажили они счастливо, а кот в сапогах во дворце остался. Говорят, он сделался очень важным господином и ловит мышей только для забавы.